Получи! Получи, бешеный аллигатор! Фу, ёлпалы. В этом видео событие разведка, испытание коммуны и наша трансмиссия вездехода. Ну и многое другое. Новичок без доната. Продолжаем. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и это очередная серия. Событие разведка прет уже полным ходом. Много всяких шикарных наград. Я думаю, ты уже видел мой подробный обзор. Плюс парочка шикарных лайфхаков. Но не надо забывать о главном для нас с тобой сейчас. Это трансмиссия вездехода, чтобы дособирать вездеход. Конечно же, шестеренки. Ну и развитие поселения, чтобы уже начать делать модификации для дрона. И поэтому давай-ка быстренько добьем еще одно испытание коммуны. Я успеваю прям в упор. Реально. Один день, один баттл даже пропустить, и все, капец. И придется уже тратить драгоценное золото. Несложная выпала, да, тема? Я считаю, вот эта защита оленя несложная. Здесь тормозок ловить нельзя, конечно, надо шустро все делать. Но при этом, да, отстреливаем для начала тех, которые на оленя кидаются, а потом уже вот этого главнюка. За золото ничего не усиляем. Золото, если использовать, то для дополнительных попыток. Все, изи-пизи, да? Готов был. И нам остается с тобой 600 очков. Последний день, 3 замеса. Поехали дальше. А дальше у нас фантастическое событие. Да. Все очень просто. Если у тебя вдруг вот такое завершите задание вылазка, значит ты не сделал полную вылазку на локации. Надо чуть-чуть там зачистить, взять ящик. Сейчас обязательно сделаем, да? Соответственно, ездим по 3 локациям новым. Собираем вот такие штуки. Собираем ящики. Ящиков можно в день 3 штуки принести. Если это будет зимняя локация, 3000 за ящик. Дубы 2000. И самая простая локация 1 косарь. Ну, лучше, да, лучше с зимней локации таскать. Чоппер, конечно же, продолжаем прокачивать. Чем круче чоппер, тем легче тебе будет кататься на новые локации, а они фантастические. Там тебе и бесконечный бензин, и медь, и сталь, и пружины, ёлы-палы, и все остальные виды ресурсов. На домашней локации NPC ты с ним поговорил, и он тебе говорит, да, сделай вылазку в одну из 3 локаций. Ну так вот, вылазка должна быть мощная, а не просто зашел и ушел. И тогда тебе зачтут это задание. Конечно же, не забываем про задание рейдеров. Рейды для нас это вообще капец. 3-й этаж, слепой охотник, комплект брони Собакины можно прямо сейчас выполнить. Просто напомню тебе, выполняй вот это задание за раз. То есть за один день скрафтить фулл комплект, иначе тебе не зачтется. Переоденем фантастический кевларчик. Да, нам он еще пригодится. И да, не забывай, что у лекаря теперь не просто обкастики, а выбор. То есть, если тебе эти не подходят, смотрим рекламу, обновляем 3 обкаста. Че подходит, смотрим, берем обкаст. Так, ну че, поехали. Маленький, не лайфхак, но фишечка. Посмотри вот на этот офигенский просто навигатор. Стоит ни о чем, делается быстро. Алюминиевый слиток, железо, поселение нам дает и гораздо больше, чем надо на один навигатор. Транзисторы, провода, ну это вообще хлам просто, а не ресурсы. И чё? Вот это просто вот такой апгрейд для байка. Если ты его до сих пор не открыл, соответственно, тебе надо прокачать гаражик. Тоже несложно прокачивается. Рецепты покупаются здесь. Вкладка «Пустошь». Вот они, да? Схема гаража. Прогрейдься до этой штуки. Это, повторюсь, реально пушка. То есть приходишь на локацию новую, да? Давай возьмем вот эту раму. Нажимаешь клик, он одноразовый, ну так он и стоит ни о чем.
А сюда я рекомендую тебе силовую раму поначалу брать. Потому что прочность чоппера увеличивается, и это очень круто. Также на новые локации, ну ты в курсе, да? Нужны транзисторы, нужны монтировки, нужны железные топоры. Вот так вот берем. 1, 10. Все, ништяк. Для начала хватит освоиться. А чё, уголь забыл? Нет, вот сюда его надо. Хытыщ. Еще один левел. А вот эти нашивочки универсальные я оставляю прям в запас. То есть, если чуть-чуть не хватит какую-то экспедицию пройти, берем, дожимаем кому-нибудь левел и готово. Конечно, поселение это вообще первым делом. Зашел в игру, забрал вот эти награды, да? Потому что, ну, это капец. Это о чем тут говорить? Ну и ты понял, да? Навигатор. Все, кроме проводов, транзисторов. Провода, транзисторы, это вообще смех. Пошел их быстренько и добыл. Вот. Ну и самое главное в поселении у нас это перезарядка ресурсов. О чем тут говорить? Вот это я постоянно перерабатываю. Железо постоянно перерабатываю. Здесь делаем, соответственно, железные листики, да? Это немного времени, но это капец как важно для твоего развития. Поэтому давай сделаем это прямо сейчас. Вот так, спокойно, не спеша, да, сделаем 50 листов. Потом, соответственно, сделаю где-то 40-60 деталей. Ну и уже приступим непосредственно для стен. Клепать вот эти каркасы и ДСПшки. За это время, да, у меня как раз хоть подкопятся эти сосновые балки. Для всего этого безобразия. Это, повторюсь, это очень мало времени твоего занимает. Но это такой долгоиграющий контент. Это вот махом ты не сделаешь. Это надо постоянно вот так по чуть-чуть перезаряжать. Так, ну что, все, мы готовы. Отправляемся. 3 новые локации. Зима, соответственно, это вообще топ, да? Дубы, это просто восторг. Самая простая. Рядом с бункером Альфа, ну в ту сторону. Кемпинг-парк Гринвуд. Проще некуда. Ну, соответственно, чтобы не тратить кучу бенза, да? Хотя, если он тебе нужен... Посмотри мой гайд, который вышел только вчера. Вот здесь немерено просто бензина. Блин. Это новая эра Last Day. Бензин не проблема. Осетр не проблема. Что еще не проблема? Не пропускай, видосы выходят каждый день. Сейчас все выйдет. Какие еще виды ресурсов мы легко и просто теперь фармим. Ну то есть вот эту локацию можно перезагружать, да? Через транспортный хаб. Или, соответственно, полицейский участок. Транспортный хаб самый дешевый вариант. Сюда за энергию, назад за бензин. И фармишь, сколько тебе влезет. Всего, что дает эта локация. Ну а для того, чтобы активировать событие разведка, вот она в чем проблема. Обыскать заброшенные места, то есть точки интересов. У меня 4 из 5. Надо 5, чтобы завершить вылазку. А вот что дает вот эта ерунда. Бам! И мне показываются все ящики, где тусуются. То есть все точки интересов. И чё? Ну ничего, вот. Я знаю точно, что вот здесь налево, вот сюда мы едем. И у нас тут будет этот маркет. Вот его берем. И готово. В общем, если у тебя тоже... Ну не маркет, да, что это вообще такое? Если у тебя тоже такая проблема, это не баг. Просто... Вот сюда нажми. Чик. И тебе показывают, сколько точек интереса ты должен был сделать. И да, напомню тебе про наишикарнейший лайфхак. Оп, со стелса ударил. Ты понял, да? Чуваки, которые вылазят из-под машин, им можно стелсить 100%. На корочке садишься и бьешь. Это, мягко говоря, да, выгодный фарм. Нужен ключ. А где он? Где-то здесь. Вот, блин, сюда надо было лопату еще взять. Ха-ха-ха. Безобразие. Привет, бомжи. А вот этих бомжей можно было закосить тоже так по лайфхаку? Не знаю. Я их уже расстрелял. Оп, монтировочка, да? Хорошо. Локации огроменные. Точка интереса дофига. Вот он и ключик. Собственно, да? Мужчина лежит. Механики Нет, вот этих со стелса не сделаешь.
Они не выделялись, да? Повторюсь, монтировка, топор, транзисторы. Это чтобы вот расчехлять локу. Вот это безобразие ивентовое, да, соответственно, в байк надо скидывать. В байке 5 мест. Ну, то есть, 1, 2, 3, 4, 5 в одной ячейке будет лежать. В инвентаре у тебя вот так поштучно, беспонтово. Поэтому. Лопата, лопата. Здесь нужна лопата. И чё? Ну и вот. Требуется лопата. А вот наш чемодан, да, который нам нужен. Вернуться на заправку. То есть уже зачли точку интереса. Как ее Как ее засчитывают? Да фиг ее знает. Просто проверяй вот эту штуку, да. То есть нет никакого бага. Надо добить просто точку интереса. И вся история. Неплохо, да, я так уже набрал. Просто, да, блин. Да, это так себе оружие Кольт Питон, но тем не менее, я что потратил-то, чтобы получить их? Можно было не стрелять АКшкой. Я стреляю, чтобы сломать и освободить место, да, побыстрее. Блин, это вообще, эти локации, повторюсь, они просто, они божественные, они изумительные. Кто тебе мешает покинуть локацию, когда ты зачистил всего одну точку? Никто. Никто. Берем и сваливаем. Лучше тем же путем, потому что мы совсем мало проехали. И да, актуально, значит, на чё передавить кожеедиков. Повторюсь, рама. Рама это, блин, имба вообще. Все готово, уехали. Конечно, для того, чтобы максимальный профит получить, надо делать фулл зачистку. Но нам для начала надо активировать вообще эту вылазку. Ящики вот эти, которые мы подняли. Да, его можно распилить. Но не забывай, тебе в день надо 3 ящика по ивенту. Я тебе рекомендую все-таки относить по ивенту. А потом уже дома будем делать распилы. Потому что события разведка ограниченный период идет. А получить можно вот такой шикарный скинчик Рейнджер Пустоши. Ну и другие награды, которые мы с тобой сейчас вместе и посмотрим. И да, вот на этой заправке сделай склад себе из своего мужчины. Как? Я сейчас обязательно покажу. Надо было начать ППП. В тех местах погибло немало хороших ребят. Да, одну рекламку оставляю обязательно. Если ты умрешь на этой локе, рекламу посмотрел, и ты спасен. Но ты не спасешь вот этот ящик и лут в чопере. Спасают только твою шкурку. И чё? Не умирай на этих локациях. Видишь, да? Всего косарек дали. А вот это уже из дубовой локации. И за этот ящик уже 2000. Из третьей локации 3000. Ну и вот это безобразие. Блин. Все надо сюда носить. Железо, алюминий, шерстяная ткань. Ну, в общем, сделано так, что надо фармить по факту все, да? Но самое ценное, это вот эти ящики соответственно. А можно ли из одной и той же локации привезти, допустим, 2 ящика? А давай вместе со мной сейчас и проверим. Ну, то есть, вот из этой локации, допустим, притаранить 3 ящика, да? 3 косаря. Вот отсюда 1 принесешь, и это будет 3 косаря. Но вопрос не в этом. Капец, да? Ну, 5 сек. 5 сек, я уже здесь. Уже на месте. Это вообще реально. Изи-пизи. Опираясь лишь вот на одну точку интереса в этой локации, я тебе уже показываю жесть. Вот я на твоих глазах, да, лутаю. На этот раз мне не дали стволов. Но, что в первый раз, что во второй, да, я взял морковку, провода, металлолом, вот это все говно, ёп, сыпется просто. То есть раньше мы это делали с тобой в локации зеленый, оранжевый, красный, без байка, да. Сейчас берем байк, и это просто жесть какая-то. И да, еще сюда по-хорошему надо было прикатить с лопатой. Вот тогда, блин, эффект был бы куда круче. А дальше ехать зачищать можно, но это уже другое время, поэтому мы этого не делаем. Забрал, свалил.
Можно выйти просто в логаут, да? И тогда совсем никакой затраты по бензину. Давай вернемся к нашему складу. Как его сделать? Тебе нужна мина. Ее можно выбить за участие в событиях, соответственно, зачистка лаборатории Генезис той же самой. Вот. А можно и скрафтить. Когда поиграешь, у тебя по любасу будут эти ресурсы. У меня взрывчатого вещества уже на 10 мин, да? И что? Тебе нужна одна мина. Там на заправке у тебя не будет жажды и всей этой ерунды, да? Поэтому мина, она необходима. Если уж мы дома, да, проверим, как там наши собакины. Должны были уже все давным-давно вырасти. Улучшить! Иоу! Неплохо, да? Бойца дали соточка. Повторюсь, если сильно вопрет споровый иммунитет, то сразу может стать 4-го ранга, да? Когда ты собаку сюда 3-го ранга закидываешь. Ну и нам остается вот эта ерунда. Бункер Альфа и взрывной Тимми в каменных предгорьях. И что делать? Как себя растянуть на несколько частей? Никак. Я тебе все-таки рекомендую упор делать на это новое событие. Оно временное, да? Поехали посмотрим, что за награды. Награды хороши. Есть как уникальные, да, так и не уникальные. Оу, ну то есть, хочешь, таскай вот так изи-пизи. 2 легких ящика. Прям в этом видео тебе показал. Но они всего по косарю. Если будет ящик из зимы, это будет 9000 прокачки, а не 3. А как легко-то в зиме? Я тебе уже показал устройство, которое тебе поможет. И его делай, и нормально будет. Эти припасы сильно помогут. Слушай, а ты постоянно что-то будешь говорить? Ты отлично потрудился, заслужил награду. Оу! Пошла жара. Чё здесь? Бензин уже не актуально. Если раньше это было круто, сейчас, ну ладно, лишний не будет, да? Ну, соответственно, да, в бездонатном аккаунте тоже есть здесь награды прикольные. Но. Только если у тебя премиум, да, тогда ты можешь бесконечно жетоны фармить. А жетоны это чё? Давай сложим ресурсики для начала. Забираем наградки. И вот теперь мне разблокировали лавочки. Опачки! Тут, соответственно, да, уникальный скин, хранилище запчастей, грузовой стеллаж под вот эти ящики, которые на новых локациях фармятся. Блин, прикольно. Разбитый мотоцикл. Модель Страж Бездорожья. Ёп, это прям вообще, да, сколько всяких вот этих скинов. Если ты еще ничего не забрал, блин, бросай все и фигач это событие. Что я тебе могу сказать? Ну и здесь тоже полезные, важные, нужные модификации. Синяя, фиолетовая, дрончика. Ну ты все видишь. Давай сделаем уже это. Склад. Где? Да, блин, где-нибудь, чтобы не путался. Давай чуть байк отгоним. А другие способы не знаю. Гранатометом ты здесь не сможешь стрельнуть. Нигде. Ну, вот. Спокойно, да, умираем. Только прежде чем умирать, вот так вот размножь. Там рандом, но все-таки надо, чтобы инвентарь весь был забит, да? Чтобы сделать максимально большое хранилище. И давай, пока я еще не умер, красиво чоппер сделаем 41-го левела. Улучшить немедленно. Прочность, объем, урон. Все надо, когда ты катаешься по новым локациям. И на мой взгляд, это шикарно. То есть, с выходом этого обновления, да, как никогда актуально дальше прокачивать чоппер, чтобы он у тебя был еще больше, круче, выше, сильней. Кожу я для этого сюда и притаранил. Чик. Хорошо, да? Вот эти ресурсики вроде помалу дает, но их дофига. 100 болтов это 300 очков. А где мы с тобой это говно получаем? Поселение, конечно. Блинчики. Поселение каждый день дает в пассиве. Так, стоять, мы чуть-чуть выгрузились. Опять же, да, вот так размножаем. И склад готов. Не забудь, что у тебя есть склад, и не умри второй раз. Так, по факту, на этой локации невозможно умереть. На ней нету, повторюсь, ни жажды, ни голода. Вот.
Все, вот это задание, посмотри сверху моей башки. Оно без конца будет висеть, да? Ресурсы для пустоши. Вот эта ерунда, все, висит. Я надеюсь, исчерпывающая информация. Если ты вдруг запутался, решил, что у тебя какой-то баг. Нету никакого бага, я тебе уже показал. Внимательно просто, восклицательный знак посмотри и почитай. 5 точек надо обследовать, да? На любой из 3 локаций. И вот он, наш складик, сделан. То есть, теперь можно. Взял и за раз, допустим, да? Натаскал там 10 ящиков на 3 дня вперед. 30 на 10 дней вперед. Вот сюда накидал. А сюда скидываем, соответственно, ресурсики, да? Которые надо вносить. И все, и будешь зашел, вкинул. То есть у тебя это событие спустя время будет занимать сколько? Вообще нисколько. Минуту времени и готово. Ну а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой видосик. Не забудь поддержать, оценить лайком, конечно же. Ну и подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про наш телеграм-канал. Розыгрыши, анонсы всего. Сливы обновлений, уникальный контент. Каждый день выходит, всякие разные. Конечно же, чат. В общем, скучно точно не будет. И ничего никогда не пропустишь. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.